Дорогие друзья, приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. И сегодня я записал для вас очень интересное видео. В этом видео я поделюсь с вами своим опытом, как я склеивал свиную грудинку. У меня на канале уже есть рецепт, как я приготовил свиную грудинку в су-вид, используя пресс-форму. Но в том случае я склеивал ее в пресс-форме, используя желатин Аспик. Желатин высокой плотности, 270 блюм. И, в общем-то, у меня он не склеил грудинку. Поэтому я задался целью, взял мясной клей, так называемый Meat Glue. И сейчас вы посмотрите, какой у меня получился результат. Я не буду вас призывать в этом видео есть столовыми ложками трансглютаминазу. Это отдельный разговор, но тем не менее любой инструмент хорош ровно настолько, насколько хорош тот, кто им пользуется. А мясной клей Meat Glue трансглютаминаза — это такая пищевая добавка, это такая бактерия, фермент, который используется в высокой кухне, в высоких технологиях. Поэтому вы сами решите для себя, использовать ли вам этот инструмент у себя на кухне. В этом видео я просто покажу вам, что получилось у меня в конкретном случае. Мясная грудинка склеилась в единый блок. И если вам интересно посмотреть, как это все у меня получилось, досмотрите это видео до конца. Вы получите очень много интересной информации об этом мясном клее и то, как им правильно пользоваться у себя на кухне. Вот такой идеальный срез у меня получился, друзья. А вот теперь давайте посмотрим, сохранит ли он свою форму и не распадется ли у меня кусочек. Ну вот, в принципе, то, что требовалось доказать. Мясной клей работал отлично, я получил практически идеальный цельный кусочек. С обоих сторон оказалась шкурка. И если вы захотите украсить свой стол таким вот прекрасным деликатесом, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Итак, друзья, вот такие две заготовки я сделал. Это свиная грудинка. У меня на канале есть рецепт, я готовил ее вот в такой вот пресс-форме. Я ее пытался склеить с помощью желатина высокой плотности Аспик 270 блюм. Сейчас в правом верхнем углу появится у меня ссылочка, перейдя по которой вы можете посмотреть этот рецепт и то, как у меня не получилось склеить. Значит, это мясо прошло предварительный посол. Оно у меня солилось в 70 вот так в вакууме. Соль 2% нитритной соли, содержание нитрита натрия 0,6%, 2 грамма сахара и 0,5 грамма аскорбата натрия, антиокислитель жира. После предварительного посола я сейчас подготовлю эти две заготовки и буду склеивать сегодня настоящим мясным клеем. Это мясной клей, трансглютаминаза так называемая, Meat Glue. Это бактерия. Вы можете посмотреть более подробную информацию об этом мясном клее в интернете. Это пищевая добавка, которая широко используется в пищевой промышленности, в разных продуктах, в том числе и в молочной продукции. Вот такой мясной клей я получил от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. В расфасовке 50 грамм. Клей может применяться в сухом виде, а может применяться в виде раствора. Я буду его разводить в пропорциях 1 к 5, то есть я возьму 5 грамм этого клея, он в сухом порошкообразном виде.
Но потом я обработаю эту поверхность. Вот, необходимо убрать лишний жир и буду его склеивать. При температуре 2-4 градуса в течение 24-36 часов. У меня в пресс-форме это будет все в холодильнике. Ну а потом я проведу тепловую обработку. Вот такой эксперимент сегодня я решил провести. По инструкции применения мясной клей наносится на обезжиренную поверхность. Именно на чистый слой мяса, на мясной белок. Жир он не подлежит склейке, поэтому я сейчас зачищу аккуратно обе эти части и затем уже добавлю специи, помещу в пресс-форму и отправлю в холодильник на сутки для того, чтобы он у меня склеился. Друзья, пока в ускоренном режиме я обрабатываю поверхность свиной грудинки, хочу напомнить, что если у вас есть трудности с просмотром моих видео на YouTube-канале, я специально для вас открыл телеграм-канал, который называется Food Court Колбасный цех. Именно на этом телеграм-канале я эксклюзивно собрал для вас целую подборку проверенных надежных колбасных рецептов. По ссылке в описании переходите на этот телеграм-канал, подписывайтесь. Я искренне буду рад встрече и общению с вами на этом телеграм-канале. Вот, в принципе, свиная грудинка подготовлена. Вот в таком виде я буду ее склеивать. Ну а сейчас займусь я подготовкой мясного клея. Вот такие вот ювелирные весы. Хорошо бы вам иметь на кухне. У них точность 1/10 грамма. Когда возникает необходимость работать с такими вот ингредиентами, которые измеряются от 1/10 грамма, то без таких весов будет сложно. Вот такой вот упаковки я получил от спонсора своего канала интернет-магазина Craft Store. 50 грамм мясного клея MeatGlue. Ссылочку на интернет-магазин Craft Store вы можете найти в описании под этим видео. Перейдя по этой ссылочке на сайт интернет-магазина Craft Store, вы можете получить 3% скидку на любой ваш заказ от любой суммы, воспользовавшись специальным промокодом FoodCourt. Вот здесь я подготовил для вас немного дополнительной информации из Википедии, из Гугла. Что такое трансглютаминаза, что это за бактерия, из чего она состоит, где и для чего она применяется в пищевой промышленности. Вот в таком виде, практически в герметической упаковке, мясной клей хранится в холодильнике при температуре ниже 10 градусов. Я взял 5 грамм мясного клея в сухом порошкообразном виде и развожу в пропорциях 1 к 5. То есть одна часть мясного клея это 5 грамм и 5 частей воды. Обычная вода комнатной температуры 25 миллилитров. Теперь я это все тщательно размешаю в течение нескольких минут и дам минут 15-20 настояться для того, чтобы он приобрел нужную консистенцию и разошелся в воде. Я думаю, что такого количества мне будет достаточно для того, чтобы склеить 2 килограмма свиной грудинки, состоящих из 2 равных частей практически. Теперь я внесу специи. Специи из расчета: 1 грамм черный молотый перец на килограмм, кориандр молотый 1 грамм и 2 грамма сухого чеснока гранулированного на 1 килограмм. Обработаем вот только эти места, потому что поверхность для склеивания специями мы обрабатывать не будем. Теперь я беру вот такую вот пресс-форму. На моем канале вы видели уже несколько рецептов с использованием этого замечательного инструмента, который вы можете приобрести в интернет-магазине Craft Store. Ссылка на магазин интернет Craft Store будет в описании под этим видео.
вы можете воспользоваться промокодом FoodCourt и получить 3% скидки на любую сумму своего заказа. Пресс-форму я упаковываю целлюлозной пленкой, предварительно смочив ее водой, и упаковываю в пресс-форму, подготовленную к склеиванию свиную грудинку. Поверхность для склеивания у меня чистая. Я убрал лишний жир. Именно на эту поверхность, куда я буду наносить клей, я не вносил специи. Вот в таком виде у меня уже разошелся мясной клей. Он так разбух. И я обычной кисточкой кулинарной смазываю поверхность свиной грудинки. Теперь я укладываю вторую часть свиной грудинки, таким образом, чтобы у меня шкурка оказалась и снизу, и сверху. Все это уплотняю. Заворачиваю целлюлозную пленку. И теперь я закрываю крышку, зажимаю на второй уровень защелки максимально плотно. Все вот в таком виде теперь я отправлю свиную грудинку, уже спрессованную в этой форме, в холодильник. Температура плюс 4 градуса, и она там будет у меня находиться 24 часа. Итак, прошли сутки. Я достал пресс-форму из холодильника, упаковал ее в полиэтиленовую пищевую пленку, несколько слоев, поскольку тепловая обработка будет проходить су-вид. Ну, естественно, эта пресс-форма ни в какой вакуумный пакет не входит. И упаковав ее таким образом, сымитировав вакуум, поместил в контейнер с водой, выставил температуру на ротационном кипятильнике 68 градусов и время 12 часов. И теперь проведу тепловую обработку. После завершения тепловой обработки я поместил форму с грудинкой в холодную проточную воду, охладил до температуры ниже 32 градусов и убрал на 12 часов в холодильник на стабилизацию. Еще 12 часов, одна ночь позади, и вот на утро следующего дня я приступил к распаковке. Мне было очень интересно посмотреть, как же сработает мясной клей вот в моих домашних условиях. Пресс-форма очень удобна в работе. Очень легко извлекаются изделия. Посмотрите, вот такой монолит у меня получился. Режим тепловой обработки 68 градусов 12 часов позволил мне получить мягкую шкурку. Этот режим я уже использовал и в прошлом рецепте. Слегка выделился бульон, но это коллаген, который вышел из свиной шкурки. За 12 часов она, конечно, получается идеально мягкая и очень хорошо жуется. Этот режим уже проверенный на свиной грудинке, поэтому я не стал ничего менять. Ну и внешне это выглядит очень даже презентабельно. Посмотрите, что получилось. Шва практически не видно.
Да, я думаю, что мясной клей, именно вот трансглютаминаза, именно вот этот Meat Glue, это тот инструмент, который можно на кухне использовать при необходимости, создать что-то вот такое очень интересное, уникальное, крафтовое. Структура очень плотная, такая упругая. Посмотрите, какая получилась прелесть. Чуть-чуть видно то место, где произошла склейка. Но сейчас я, конечно, это разрежу. У меня будет возможность реально сравнить обычный желатин, даже высокой плотности аспик, и мясной клей. Ну, что я вам хочу сказать, друзья. Это то, что доктор прописал. Без вариантов. Мясной клей идеально срабатывает. И благодаря этому инструменту можно готовить уникальные крафтовые изделия своими руками у себя дома на кухне. Как вы видите, тест мясного клея прошел благополучно. Грудинка склеилась замечательно. При нарезании она не разваливается. Можно подать ее в виде шикарной нарезки и порадовать и удивить своих друзей, гостей и близких. Ну, по поводу вкуса этого изделия у меня сомнений нет. Это уже проверенный рецепт. Замечательный вкус, шкурка мягкая, жуется, отлично все по соли и специям. Все идеально сбалансировано по качеству, ну и внешний вид с учетом использования мясного клея Meat Glue получилось просто великолепно. Смело берите этот проверенный рецепт на вооружение и наслаждайтесь. Вот в таком виде я упаковал склеенную свиную грудинку в вакуум. И теперь она может храниться в холодильнике как минимум до 2 недель. А при необходимости ее можно заморозить. И в заморозке в вакууме она хранится до 90 дней без каких-либо проблем. Дорогие друзья, если вам понравился этот эксперимент и тест мясного клея Meat Glue, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. По ссылке в описании вы можете перейти на мой новый телеграм-канал Food Court Колбасный Цех, где эксклюзивно я собрал все самые лучшие и надежные проверенные колбасные рецепты. До новых встреч на канале, дорогие друзья!